Сегодня мы поговорим о том, почему опасен ибупрофен и когда надо защищать слизистую желудка на самом деле, с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Чем опасен ибупрофен и когда надо защищать слизистую желудка на самом деле? Сейчас очень популярна тема защиты слизистой. Люди пытаются защищать желудок, пищевод, кишечник, желчный пузырь, а также печень. И неважно, что в печени даже нет слизистой, все равно будем защищать, не отдавая себе отчет, что препараты для защиты органов проходят через печень и создают для нее дополнительную нагрузку. При этом, когда слизистой нужна реальная защита, это почему-то многие забывают и не считают важным. А ведь именно зимой повышается риск падений, ушибов, вывихов, переломов и так далее. А какие препараты будут назначены в первую очередь, если это произошло? Обезболивающие или, как их правильно называют, нестероидные противовоспалительные препараты, сокращенно НПВП. К ним относятся ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, нимесулид, индометацин и другие, а также аспирин, который часто назначают пожилым людям с целью профилактики инсультов и инфарктов. Любые противовоспалительные препараты, независимо от способа введения, могут повреждать слизистую желудка, вызывая состояние, которое называется НПВП-гастропатия. Об этом важно знать. Что такое НПВП-гастропатия? Это повреждение слизистой желудка, которое проявляется следующими симптомами: боль в желудке, чувство тяжести, эрозии и язвы, желудочное кровотечение. Причем 50-60% случаев эти повреждения желудка могут протекать бессимптомно. Существует распространенный миф, что если эти препараты колоть в уколах, то слизистая желудка повреждаться не будет. Но, к сожалению, это не так, и организм не обманешь. Какие еще есть факторы риска? Одновременное применение нескольких лекарственных препаратов, смена нестероидных противовоспалительных препаратов, а также применение высоких доз НПВП повышают риск образования эрозий и язв в желудке как минимум в 6 раз. Возраст старше 65 лет, риск развития эрозивно-язвенных поражений желудка и 12-перстной кишки при приеме противовоспалительных препаратов возрастает в 3,7 раза, а у пожилых пациентов в 13,2 раза. Если же у человека когда-нибудь в жизни была язва желудка или 12-перстной кишки, то риск развития НПВП-гастропатии возрастает в 4 раза. А если человек уже достиг пожилого возраста, риск возрастает в 17 раз. Кроме того, шансы на повреждение желудка обезболивающими препаратами выше у людей, которые имеют другие хронические заболевания, принимают другие лекарственные препараты, инфицированы Helicobacter pylori, употребляют алкоголь и курят. И еще один подводный камень кроется в том, что другое название нестероидных противовоспалительных препаратов – обезболивающие. А это значит, что они могут вызвать язву желудка или 12-перстной кишки, но болеть она не будет, поскольку сам прием НПВП может притуплять боль, и узнать о том, что у вас язва, можно совершенно неожиданно, когда начнется кровотечение. В настоящее время в развитых странах именно прием нестероидных противовоспалительных препаратов рассматривается как основная причина развития желудочно-кишечных кровотечений. И, к сожалению, пациенты, получающие НПВП, погибают вследствие осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта в 2-3 раза чаще в сравнении с людьми, не принимающими препараты этой группы. Поэтому, дорогие, в погоне за тем, чтобы защищать слизистую, когда в этом нет необходимости, не забудьте о ее защите, когда это действительно важно. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью
И не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!